Если вы сейчас беременны или собираетесь только заводить ребенка, беременеть, и боитесь, что вы передадите ему свои психологические травмы, травмируете вашего малыша, что вы недостаточно проработаны, то не бойтесь, вы его в любом случае травмируете, в любом случае свои травмы передадите. Но что реально можно сделать уже заранее, будучи еще беременной, я расскажу кратко в этом видео. Обязательно смотрите, видео короткое, но очень информативное. Вся информация научно доказанная психология. Итак, у нас есть 3 уровня организации лично. Очень краткая теория. Это невротики, пограничники и психотики. Невротики – это относительно самые здоровые из нас. Это люди, которые видят мир черно-белым, но в принципе их психика достаточно сильная. Итого, вы ребенку свою травму все равно передадите. Но если его психика изначально, структура личности будет сильная, то он будет легко с ними справляться. И ему даже психолог-то особо не понадобится, возможно. Собака, ну-ка перестань гавкать. Не мешай мне. Ребенок, кстати, 6 месяцев. Вот. Следующий пограничный уровень организации психики. Вот они, эти люди, уже с более расколотой душой. И этот раскол происходит в возрасте от 0 до года. Поэтому, если вы родите малыша, хольте и лелейте его всеми силами от 0 до года. Прям где-то даже, знаете, вкладывайтесь до годика, прошу вас, до годика, прям все ресурсы. А после года будьте спокойны, уже накапливайте ресурсы себе, уже относитесь к этому расслабленно и спокойно. Если вы во время беременности будете хорошо следить за собой и держать себя в спокойствии, если от 0 до года вы малыша будете холить, лелеять, много держать его на ручках. Это важно. И когда держите на ручках, материнскими своими глазами смотреть в его глазки. Очень важен вот этот контакт глаза в глаза. Если он плачет, не бегите к нему с тревогой. Попробуйте свою тревогу оставить при себе и подходить к нему разумно, спокойно. Если он плачет, не затыкайте ему рот сразу соской или едой. Ладно, это уже больше про малыша, видео получится длинным, останавливаюсь. Но самое главное, пожалуйста, не пеленайте его. Пеленание очень сильно травмирует психику детей. Запеленованные дети потом очень сильно сжатыми взрослыми становятся. Поэтому самое главное, продержитесь от 0 до годика. Хольте, лелейте, любите, целуйте, в глазки смотрите, не пеленайте, соску не давайте. И почаще контакт с телом, со своими глазами. И тогда у вас вырастет достаточно сильная личность, чтобы переварить все ваши травмы. Потому что любая мама, даже самая идеальная, в любом случае травмирует своего малыша. Важно количество и сила личности. И если это видео было вам полезно, обязательно поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, про отношения канал. И до встречи в следующих видео.